Ну, ты чего так лапки ставишь? Ты спала, проснулась только. Ну, место для удара головой, как обычно. Ай, доброе утро. Сегодня 2 июня, 25-й год. Чем ты недовольна, кошка? Она утром не приходила на массаж. Не приходила на массаж. Почему? Возможно, потому что я там на кухне спал сегодня. На матрасике самонадувном. Сейчас пойду покажу, в каком он виде. И расскажу, как спал. Не бурчи. В 2 словах. Спал очень хорошо. Самим матрасом доволен. Странно как-то у меня получилось. Я потерял файл с ковром. Записывал сегодня свой отзыв. Сразу после того, как проснулся. С кошкой поздоровался и пошел писать видео. Это поснимал, вроде поснимал. А сейчас листал и смотрю, нету этого файла. И где он подевался, непонятно. Странно, очень странно. Ну ладно уже. Там есть маленький кусочек, типа ковер классный, все мне понравилось. Так что пускай будет он. Но надо быть внимательней. Я в каком-то из своих видео говорил о флаге острова Мэн, который между Ирландией и Британией находится. Вон он. Эх, ветер не дует. Сейчас. В общем, там такие 3 рыцарские ноги по кругу. Не помню, как это правильно называется. Да, вот. Прикольно. Так, а я вообще топаю в Алди. Там сегодня новая неделя по товару и будет туристическая группа товара. Полотенца мне нужно для туризма быстросохнущие. Вроде там по 4 евро какие-то нормальные полотенца. 80 на 130. Сейчас посмотрю на них. Я так никогда их не щупал, даже в руках не держал, что это за полотенца. Знаю чисто визуально, что они довольно легкие и там как-то впитывают воду. В общем, микрофибра какая-то. Надеюсь, что здесь тоже такое. И, наверное, куплю себе. В общем, взял я это полотенечко. Не знаю, не написано, что оно туристическое или какое-то. Просто из микрофибры. Я фотку скинул с названием. Ну, вот так вот сфотографировал. GPT-шке показал. Он говорит, это оно и есть. Типа, смысл тот же самый, просто по-другому подписано. Вот, а говорит, ничем отличаться не будет от того, что с надписью идет туристическая. Так что буду брать по цветам, там еще розовое, ну, или зеленое какое-то. Ну, короче, более светлое, мне кажется, более маркое будет. Поэтому возьму это синее, хотя тоже оно светловатое, ну что делать. 3,99 стоит. Вот. А в четверг еще приду, посмотрю небольшие насосы аккумуляторные. Ну, короче, для этого, для ковров. Так, ну и пока я тут разглядывал, что есть, короче, надыбал вот такую штуку. Надувной матрас. Пишет на этикетке почему-то самонадувной. 18 евро, но по факту он надувной. Серый, этот синеватый какой-то. Еще серый. В общем, 3 штуки. Даже не знаю. Может быть, попробовать. Сюда можно вернуть его в любой момент. R-value тут не указан, но понятно, что он какой-то там минимальнейший. И 5 сантиметров толщина. Но по деньгам, конечно, 18 евро. Да, интересно. Бренд это Aldi внутренний. Ладно, подумаю. Я забегал домой сейчас, занес полотенце это. И дочка позвонила, старшая, что едет из школы. Я ей обед разогрел. Пока посмотрел в ютубе, хотел найти обзор на эти коврики алдиевские надувные. Ну, есть парочку видео, но старого образца ковры
То есть по-другому были выполнены у них эти ячейки, и выглядели они, честно говоря, получше, чем этот. Ну так визуально мне больше нравилось. Вот по 13 евро когда-то стоили. Но я не стал смотреть там точно обзор, что к чему. Вижу, что ковры чуть другие, поэтому не знаю. Вот. Ну а так я себе думаю, вот этот ковер, он по-любому ж летний, там никакого утеплителя нету. То есть Cerveli у него самое-самое простейшее, там хоть бы единица. Соответственно, он такой, ну, просто потраченные деньги. Спать на нем, безусловно, можно, там до какой-то определенной поры. Вот, ну, просто что его никуда не денешь. То есть, если какой-нибудь терморез, там, Big Agnes или еще что-то можно продать, то этот можно разве что выставить объявление и отдать там за 5, может, по месту. Ну, в общем, такое в плане вложения денег копейки, но и с концами. Поэтому не знаю. Я такой уже подумал вариант, чтобы оставить вот этот ковер теплый, как зимний вариант, и дешевый купить, чтобы был. Вон маленький хундик подбегал ко мне, познакомился. Дедушка поехал, Собакин отстал. Думаю, блин, как же его теперь отправить? Ну, он вроде дуплился, сам побежал. Топаю в сандалетках. Вроде все окей. Попробовал, заклеил еще не до конца зажившие мозоли, но съезжает пластырь. В общем, снял эти пластыри, одел следы и иду теперь так. Пока хожу без рюкзака, очень медленно. Что-то бедро побаливает правое вот здесь вот, в этом суставе. Не знаю, уже есть такое у меня нехорошее подозрение, что может быть моя форма псориаза такая, которая в артрит. Есть там псориатический артрит и всякая такая фигня. Но это надо к ортопеду записаться, я все никак не запишусь. Там у него какой-то странный график приема. Час утром там с 7:30 что ли до 8:30. В общем, надо как-то собраться и сходить все-таки, взять термин. Вот, и попробовать прощупать вот это вот направление этого псориатического артрита. Не могу сказать, что у меня суставы сильно болят или что-то такое. Ну, я просто не знаю, с чем сравнивать. То есть вот сейчас при ходьбе периодически, да, болят бедра. Но должно ли так быть при моих нагрузках ходовых или не должно, я сказать не могу. Так, в принципе, на руках, там, костяшки, ничего никогда особо не болит. Ну, жаловаться не могу. А вот с бедрами, может, это просто возрастное. В общем, короче, стал я какой-то вообще тревожный. Постоянно за здоровечко свое переживаю. Особенно в преддверии путешествий. По поводу вчерашней спецоперации немного проясняется ситуация. Выходит, разыскивают там сейчас в России 37-летнего жителя Донбасса бывшего. Вроде парень жил в Донецке, ну, на начало войны точно. Потом вроде как в Киев переехал, а сам он уроженец Житомира, что ли. И на него были оформлены эти фуры. Уже мне мой мозг фантазийный рисует такую картину. Заслали наши этого двойного агента туда, либо там на него вышли. Может, он симпатизирующий был. Ну, вроде он там какой-то диджей, там музыкант, что-то. И пишут в российских пабликах, что был подписан на нашей группе украинской. Короче, и комментировал. Что-то там, и, в общем, общение какое-то было у него. И, в принципе, осуждал спецоперацию, там, поддерживал наших. Вот. Ну, допустим, да. Такой сценарий голливудский представим. Вышли на него наши СБУшники. Скооперировались и давай, значит, бизнес с ним строить. Ну, это я так, чисто фантазирую, да? Открыл он ИПшку, купили ему несколько фур, занялся он перевозками. Ну, раз операция заняла аж 1,5 года, да, все это можно было за это время сделать. Занялся перевозками. Ну, а что там, в принципе, если деньги же не его, а спонсировались, допустим, нашими, то там неважно, будет прибыль, не будет. Главное, чтобы как бы шло движение, типа она реально рабочая, эта контора, да. Потом под такой же шумок можно было заняться и производством домиков
арендовать этот цех, делать эти бытовки, может даже продавать их. А в нужный момент потом зарядить несколько из них вот этой вот FPV-шной армадой и отправить. И так оно тогда все складывается отлично. Водители как бы знали, что они возят эти бытовки, не первый заказ, допустим. Единственное, они ожидали, что конкретно с этих повылетают птички. Ну а там кто его знает. Ну, получается схема такая, да, что FPV эти, наверное, там под видом каких-то русских волонтеров они и закупали уже в России, собирали. То есть ничего там не перевозилось, может только взрывчатка. Вот, а сами тушки все делалось там, домики тоже делались там. Фуры были зарегистрированы тоже там. В общем, все довольно просто выходит. Но по времени долго. По реализации, конечно, я вот там оказалось, что тот водитель, что я вчера там говорил, задушенный, он вообще оказался левым, не имеет отношения к этим эпизодам. Вот, это совсем другой дядя. А эти, получается, просто водилы вообще были не в курсе, что к чему, и все, я так понимаю, живые, кроме одного там, который получил ранение. Когда зашел, там эпическое видео, как он закрывает двери, эта фигня взрывается, будка. Интересно, конечно, как он выжил там. Ну, может, не такой мощный взрыв. Да, у меня по поводу реализации вот этого вопроса, как бы зачем сливать вот эти фотки с цехом? Типа, чтобы их сразу там не надо быть суперосинтером, чтобы погуглить фотографию через Google объектив, да, и найти, что это склад сдавался. Ну, с другой стороны, типа, зачем их секретить, если и так ясно было, что вскроют этого владельца фур. То есть там оно выходит, что не просто фрахтовали левые фуры, а те, которые, получается, ездили уже, ну, короче, катались типа на его ИПшке или как. То есть так надежнее, конечно, прикрытие более, скажем, профессиональное. Ну, обидно, что мало самолетов. Я не знаю, сколько там в итоге их окажется. Ну, пускай там до 20, если в целом считать с уничтоженными и поврежденными. Вопрос, сколько их стояло на аэродромах в то время. Ладно, фура, которая там случайно что-то в дороге загорелась или еще что-то, может, пиропатроны не сработали, не знаю. Но вот по реализации, конечно, у меня вопросики есть. Вчера там один комментатор, видно, родственная душа, для меня в Телеграме написал, какая супер операция, типа там, имея, мол, 150 дронов, уничтожили всего с десяток самолетов, за это, типа, надо звание лишать. И я такой же тоже, что-то этого мнения, типа, фотки сливаются, все это, блин, палится, как-то это все, короче, мне не сильно профессионально кажется. Понятно, что это супер, я еще раз говорю, вчера говорил, это супер операция, это все там пищат, весь мир на ушах, войдет в аналы истории, но тем не менее, надо же как-то и КПД считать, если уж так получалось, это только один раз можно сделать, да, то надо уж как-то стараться по максимуму, чтобы это все прошло. Ну, конечно, сценарий голливудский и так воплотили в жизнь, но тем не менее, я бы оценивал уже постфактум потом по количеству уничтоженных и, допустим, что возможно было сделать, да, где не доработали. Надеюсь, эту оценку кто-то там у нас в СБУ проведет, а не просто так там раздадут наград, да, и в следующий раз так же точно будут делать. Можно лучше. Интересно молчание россиян по этому поводу, то есть вообще глухо, как в танке. Да. Про поезда тоже интересная тема. Сначала наши теракт сделали, то все, а теперь вроде уже такая версия крутится, что наши моста взорвали, а поезд-то в него въехал как бы, ну, совершенно по своим каким-то причинам. То есть, не знаю, сверяли они расписание, когда взрывать, не сверяли, что может быть какой-то пассажирский. Ну, типа мост обрушился, а поезд ехал снизу и просто в него влетел. А потом россияне оперативно все расчистили, чтобы было непонятно, что произошло. Ну или в итоге теперь уже непонятно, что там произошло. Короче, по идее, как вот это мосты эти должны были привязываться к инфоповоду этих аэродромов. То есть все это должна быть одна большая типа операция. ГУР там в виде работает в виде подрыва этих мостов, а Малюк, значит, на день Малюка аэропорты эти фигачат, аэродромы, вернее.
Но у Буданова что-то не заладилось, походу. Просто что так совпало с этим поездом. Людей, конечно, жалко, безусловно. Ну, блин, что ж делать? А наших сколько погибает каждый день из-за этих придурков, блин, кремлевских. Тоже же их жалко. Как говорится, сами виноваты. Я же хотел еще рассказать по поводу футбольного Армагеддона, да, который ожидался у нас вчера. Я еще удивился, что-то так тихо. Сегодня читаю криминальную сводку. Ну и вообще городские новости. В общем, пишут по поводу криминала. Ограбление, что-то там ломятся в праксисы, где-то в торговых центрах пытаются ночью вскрыть. Потом грабят террасные дома, ну то есть дом, который с балконом, залазят через террасу, получается, и что-то выносят. Поворовали часы, там какие-то монеты у кого-то. Это в моем прям районе. Вот. А по поводу футбола, там получилось следующее. Приехало вместо 4500 болельщиков Локомотива всего лишь 150 человек. В общем, обошлось без всяких потасовок. Причем наши выиграли. Где-то там теперь их повысили до какой-то более высокой лиги, не знаю. В общем, будут играть теперь в Ганновере, а не на стадионах. Вот. А эти ребята что-то как-то то ли побоялись приезжать, то ли не захотели. Наши там начали писать, что мы там полиции нагоним, и конные, полицейские, и пешие, и чуть ли не велосипедные. Короче, такое было. Но все началось с прошлой игры, получается. Там они в Лейпциге играли, и мэр наш с кем-то еще там чуть ли не убегали со стадиона, потому что болельщики что-то устроили, там дебош какой-то. Вот, соответственно, на ответную игру ждали, что будет здесь продолжение. Но все обошлось. Короче, лучше перебдеть, как говорится, чем недобдеть. Вот, но так обстановочка криминальная немного ухудшается. Как я говорю, ограбление, все такое. Хороший вид, но ветрено. Так, я уже нагулялся, возвращаюсь домой. И напоследок хочу сказать про успехи по поводу борьбы с матюками. В общем, сегодня приседал один раз. С женой в основном, когда чуть-чуть поругиваемся, я, бывает, не сдерживаю что-то там, как это, ну, в основном такие не страшные матюки, но все равно. А вчера вообще не приседал, так что делаю успехи. Я чувствую, процесс идет правильным путем. Ладно, до завтра.